Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я официально заявляю, что это один из самых подозрительных моментов. Участники обсуждают, что они устали и выспались, но затем Чонгук и Тэхён сообщают следующее: мы с Чонгуком не спали. Да, нам не хотелось спать, и нам было не до сна. Кажется, кто-то хвастается, не забывая подозрительно улыбаться, что у кого-то была очень горячая ночь. 나랑 정국이 안 잤는데, 그치? 아니 저 졸진 않았어요. 죽을 뻔. 충분히 잤나? 졸려가지고. 9 место. Показал, чей он бойфренд. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Просто посмотрите, насколько Чонгук и Тэхён одинаковые. С одного ракурса это Тэхён, а с другого уже Чонгук. Седьмое место. Вы только посмотрите на довольного Чонгука после того, как подошел Тэхён. Шестое место. Поведение пары. Обычная ситуация в отношениях Чонгука и Тэхёна, когда ваш парень получает текстовое сообщение, и вы по привычке тоже тянешь голову, чтобы посмотреть, что ему пришло. Мы живем лучшую жизнь, потому что все эдиты становятся реальностью. Пятое место. Трогает свое по праву. Четвертое место. Забота. Третье место. Новости. Чонгук Навевас. Спасибо, армия, за все ваши поздравления с днем рождения. У меня все хорошо.
Я успешно завершу оставшийся срок военной службы. Надеюсь, что армии тоже хорошо поживают все это время. Интересный проект, реализованный в Осаке японской фан-базой Чангука. Официальный латиноамериканский аккаунт Prime Video запостили в Твиттере, что Тэхён остается единственной причиной, по которой все пересматривают шоу «Кухня Джинни». Помните этот легендарный танец, снятый кроликом-привидением? Когда мамы Чангука и Тэхёна показали себя самыми замечательными людьми на свете. Они воспитали парней и сделали их теми людьми, которых мы сегодня знаем и любим. Когда мама Чангука научила его, как важно быть честным. Во время одного из стримов Чангук рассказал, как в детстве мама реагировала на его обман. Когда я был маленьким, то однажды списывал во время контрольной и попал в большие неприятности. Тогда я получил действительно хорошую порку. Моя мама. Честно говоря, не помню точно, что она мне сказала, но это было что-то вроде: «Мне все равно, какую оценку ты получаешь за тесты, 100 или 0. Мне все равно. Проблема в том, что ты списывал. Я совершил большую ошибку. И почему я сейчас об этом вспомнил?» В детстве и подростковом возрасте родители давали Чангуку свободу и те ориентиры, которые были ему нужны, чтобы стать тем, кто он сейчас. Во всяком случае, мои родители были такими. Когда я был младше, они позволяли мне быть тем, кем я хотел, и делать то, что я хотел, и неважно, что это было. Они ругали и исправляли меня лишь тогда, когда я совершал очевидно неверные поступки. Так что до сих пор мне не приходилось находиться в сильно стрессовых ситуациях. И я очень благодарен своим родителям за это. Они позволяли мне заниматься тем, чем я хотел. Когда мама Тэхёна приготовила еду для всех своих 7 сыновей. Когда Тэхён дебютировал с группой, у его мамы появилось еще 6 сыновей. Тэхён – очень душевный человек, который сделает все, чтобы позаботиться о друзьях. И, судя по всему, он унаследовал свою доброту от родителей. Хотя мама Тэхёна и предпочитает держаться подальше от прицела камер, фанаты не могли не заметить проявление ее любви к сыновьям. В эпизоде «Супа» участники BTS собирались ехать обратно к домику у озера, чтобы провести там оставшуюся часть своих каникул. Они и не подозревали, что Тэхён приготовил для них сюрприз. У некоторых мам есть любимчики, но мама Тэхёна любит всех своих мальчиков. Она приготовила закуски для каждого из них, чтобы они смогли поесть в дороге. Тэхён сказал: «Моя мама приготовила это для нас». Участники были очень удивлены и благодарны. «Твоя мама просто невероятная. Она приготовила еду для всех своих сыновей». Они дали знать об этом своей маме, рассказав, насколько вкусным был каждый кусочек. Тэхён не против поделиться едой, приготовленной его мамой, но если она в его контейнерах, то лучше как можно скорее вернуть их ему. Еще один брат Тэхёна, Чхвёушик, знает, что будет, если не вернуть контейнеры. Вы когда-нибудь думали так, смотря на своего человека?
скучать по его хаотичным эфирам. Его стиль – «Моя Римская империя». Если бы комфорт был человеком, он бы выглядел так. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Одна из частей выставки – Golden Sounds. Файлы STEM в наушниках – это аудиоэлементы, барабан, бас, инструменты, вокал, используемые при микшировании треков. Внимательно послушайте каждый Hate You, который подчеркивает мелодичный голос Чангука. Just sweet, your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of Любая вещь, которую надевает Тэхён, становится произведением искусства. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Комиссия по государственной службе Кореи, КГ, которая отвечает за санкции в отношении журналистов и новостных агентств, нарушающих этические нормы в Корее, единогласно решила наложить правовые санкции на Джбг за ложные записи с камер видеонаблюдения. Тем не менее, сегодня снова протестные грузовики у здания Хайп с требованием отстранить Юнги от участия в группе. На этот раз, кажется, нашли идеолога этой акции. Возможно, это фанатка NCT. You're chilling wind and rain. Чангук так сильно ждал его. Ну нет, я плачу. Рядом с ним был Чимин, который был готов поиграть с Чангуком в любой момент, но Чангуку не требовалось внимания Чимина. Его интересует только один человек. И как говорится в комнате, полной людей, меня интересуешь только ты. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. Как же мне хочется увидеть коллекцию фото Тэхёна на телефоне Чангука.
А помните такого стесняшку, когда увидел свое имя на машине? Язык любви Чангука к Тэхёну. Лапкой шлеп-шлеп. Ну как же он смотрит? Этот выход поставил всех на колени. Меган Ди Стэллион и Намджун анонсируют совместный трек Neva Play. Я никогда раньше не слышала, чтобы он читал рэп в таком стиле, подразнила Меган. 29-летняя рэперша из Хьюстона объявила в социальных сетях в воскресенье, что она объединяется со звездой BTS для работы над новой песней Neva Play. Коллаборация выйдет в пятницу, 6 сентября. Neva Play This RM Out Friday Hotis Army Мэкджун. Подписала Меган промо-рисунок в Инстаграм, на котором она с синими волосами и размахивает деньгами, в то время как Намджун небрежно оглядывается через плечо. Она также подразнила в посте: «Это один из моих любимых куплетов Намджуна, которые я слышала. Я никогда раньше не слышала, чтобы он читал рэп в таком стиле». Крики написала в комментариях Халзи, которая сотрудничала с BTS над Boy With Love в 2019 году. Исполнительница хита His намекнула на новый дуэт ранее на этой неделе, когда просто написала в Твиттер ряд эмодзи. Загадочный пост разодорил множество фанатов. Некоторые сразу же предположили, что фиолетовое сердце означает участие BTS. На следующий день аккаунт BTS подтвердил новость о создании дуэта, написала группа K-pop, ретвитнув ее оригинальный пост. Скоро. Эта новость появилась примерно через 2 месяца после того, как Меган Ди Стэллион выпустила свой третий альбом «Меган», который дебютировал на 3-й строчке в чарте Billboard 200. Тем временем деятельность BTS в качестве полноценной группы была приостановлена, поскольку участники группы отбывают обязательную военную службу в Южной Корее. Neva Play не станет первым опытом работы Меган с участниками BTS. В 2021 году она приняла участие в ремиксе на сингл бойбенда Butter, возглавивший чарт Billboard Hot 100, который они все вместе исполнили на концерте BTS в Лос-Анджелесе в ноябре. «Я люблю BTS», и я сказала своему менеджеру: «Я действительно хочу записать песню с BTS. Я не знаю, что я могу сделать или что мы собираемся сделать», вспоминала она в интервью Entertainment Tonight в феврале прошлого года. Примерно в то же время они связались со мной и попросили сделать ремикс Butter. Так что я подумала: о боже. Кто-нибудь, остановите его, пожалуйста, пока он куда-нибудь не улетел от нас.
Когда Тэхён слишком крошечные? То, как он воспроизвел звук электрошокера своим телом. Приложение Чангук обновляется. Пожалуйста, подождите. Этот взгляд. Сонный, растрепанный, такой домашний Тэхён, то, что Чангук видит каждое утро в своей жизни. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. ARMY поддерживают всех 7 участников. Фэндом BTS ARMY с единого порыва и всем сердцем ждет, пока группа вновь соберется вместе и оказывает щедрую поддержку. Недавно появилось несколько новостей о том, что участник Юнги ехал в нетрезвом виде на электросамокате. Жаркое освещение фейкового и надуманного, например, модели, на которой он ездил, маршрута и графика ареста, дошло до французских СМИ Paris Match, индийских СМИ India Today и Billboard. Средства массовой информации раскритиковали ряд действий, таких как призывы к употреблению алкоголя в социальных сетях и дезинформацию новостного канала JTK, заявив, что это фейковые новости, используемые для того, чтобы запятнать репутацию Юнги. В частности, Paris Match сообщил, трудно понять, почему репортеры настолько настойчивы в ситуации, когда Юнги признался в безответственном вождении электросамоката и уже выразил раскаяние. India Today сообщила, что Корея применяет к айдолам более жесткие стандарты, чем к любому другому человеку, и использовала выражение «они ведут себя как школьные хулиганы по отношению к айдолам». Billboard сообщил, что Юнги принес несколько извинений и выразили надежду, что он благополучно завершит свою военную службу. Между тем, армии по всему миру распространяют хорошее влияние посредством пожертвований и явно выражают поддержку 7 участникам. По данным фонда Green Tree Foundation, который занимается искоренением школьного насилия и кибербуллинга, фан-база Army Kavita Fan Base пожертвовала $5630 США в поддержку от 7 участников. Фан-клуб представляет собой фан-базу Army, базирующуюся на Филиппинах и собирающую средства по всему миру. Пожертвования будут использованы для искоренения насилия и киберзапугивания в отношении молодежи. Между тем, BTS также провели множество благотворительных мероприятий в области искоренения насилия в отношении детей. С 2017 года Big Hit и BTS пожертвовали в общей сложности 7 миллиардов вон Корейскому комитету ЮНИСЕФ посредством таких компаний, как продукты Love Yourself и доходы от альбомов, а также продолжают делать пожертвования на искоренение насилия.
Его лицо буквально. Да, я дива. Отводишь от него взгляд на секунду, и Чангук уже. Они оба выглядят самыми счастливыми, когда вместе. Что за малыш? Шутки про 207 костей продолжаются. Или не шутки? Спящие бойфренды. Какой же он красивый. Когда ты Хён просто. Этот момент, когда он увидел Чангука и забыл обо всем. Просто подборка Тэхёна, который держит в ладошках свое. Второе место. Это так интимно. О чем ты думаешь, Чангук? Хотя лучше не говори, по твоей подозрительной улыбке все понятно.
Расстояние между Тэхёном и Чангуком наглядно показывает, сколько нервов у меня осталось при виде данных фото. Первое место. Операция «Подкрадули», и мало места каждый раз проходит успешно. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.